Всем привет, друзья! Как всегда, с вами Антон. Я вижу, что вам нравится тема с Elden Ring, поэтому в сегодняшнем видеоролике я покажу вам 10 модов, которые действительно помогут улучшить игру. Покажу и расскажу все четко, по делу, без лишней воды. Естественно, ссылки на моды будут в описании. Всем приятного просмотра. Но сразу небольшой дисклеймер. Перед тем, как вы пойдете устанавливать моды, нужно обезопасить их использование, так как есть вероятность того, что вас могут забанить. Для начала вам понадобится установить специальный мод, который называется Anti-Cheat Toggler and Offline Launcher. Этот мод отключает античит в игре, а также переводит вас в автономный режим. Более подробные инструкции по установке мода вы сможете найти на просторах YouTube. Сегодня у нас топчик. И начнем, пожалуй, с мода на графику. Данный мод называется Elden Reshade HDR-FX. Да, все мы прекрасно знаем, что есть очень много модов, которые заменяют графику. Сегодня я решил добавить именно этот Reshade мод. Причина тому это то, что в нем есть очень много тонких настроек, которые улучшают освещение в игре, а также не меняют при этом кардинально визуальные эффекты или общий вид. Все, что потребуется для установки данного мода, это пара кликов. Нужно скопировать все из папки основные файлы, то есть main files, в папку с игрой, туда, где находится файл eldenring.exe. Следующий простенький мод поможет нам убрать несколько логотипов, которые всплывают не только при запуске игры, но и при выходе. Но у этого мода есть один минус, достаточно весомый. Для того, чтобы установить данный мод, нужно распаковывать все файлы игры, а это гигабайт 100. Но если вас действительно бесит эти заставки, я думаю, 100 гигабайт можно и подождать. Скорее всего, многие из вас задавались вопросом, как поставить паузу в игре. Возможно, вы уже даже находили интересные советы, как же это сделать. То, что нет функции поставить паузу, это действительно может быть проблемой. Если, к примеру, вам нужно выбежать посреди битвы с боссом куда-нибудь на улицу, или вы находитесь в опасном районе, где очень много врагов, и вам также куда-нибудь нужно отлучиться. Неважно. С этим нам поможет еще один простой мод, который это исправит. Для того, чтобы поставить паузу, нужно будет сделать бинт. Бинт на абсолютно любую кнопку, которая вам удобна. Все, что нужно будет сделать, это изменить парочку цифр в специальном файле pausekbint.ini. Все же, я думаю, компании разработчиков нужно было добавить паузу. А если ты со мной согласен, то напиши в комментариях. Следующий мод является не особо модом, а, грубо говоря, отдельным программным обеспечением. Оно поможет владельцам сверхшироких мониторов. Так что, если у тебя очень широкий монитор, это прога для тебя, чтобы наконец-то сполна ощутить всю красоту Elden Ring. А раз мы с вами заговорили о разрешении, то следующий мод поможет нам сделать поле зрения чуть больше. Это просто максимально простой мод, который просто отодвигает камеру немного назад. Да и в сражениях он также должен быть полезен. Еще одна очень популярная тема в Elden Ring — это сложность. Если кто-то из вас просто хочет пройти игру и не испытывать при этом каких-либо страданий, то для этого существует следующий мод. Он действительно упрощает прохождение. Враги наносят меньше урона, а мы с вами бьем куда сильнее. А также он улучшает руны. Возможно, играя, вы заметили эффект виньетки, то есть какие-то затемняющиеся края экрана. Поэтому существует мод, который поможет удалить эту виньетку, и можно будет наслаждаться миром без затемнений на краях экрана. Забрать данный мод можно также на Nexus Mods. Elde String. Этот мод позволит нам добавлять ряд изменений в масштабировании предметов, а также их характеристик. Увеличивает количество здоровья, ну и если говорить в общем, то просто добавляет больше бафов. Этот мод можно использовать вместо того, который просто все упрощает. Автор мода заявил то, что в скором времени будут обновления, в которых завезет еще больше ништячков. Ну и последний мод на сегодня поможет вам быстро выдать любой предмет, который вам нужен. Он выдается через игровое меню создания предметов. Любой айтем, который вы захотите себе выдать, не затрачивает ваши ресурсы, поэтому можно добавлять все, что угодно и сколько угодно. А лучше всего данный мод использовать только тогда, когда вам действительно чего-то не хватает для следующего путешествия. К завершению этого видео хотелось бы поговорить про такую тему, как Steam Workshop. Возможно, компания разработчиков Elden Ring From Software может добавить поддержку Steam Workshop, и можно будет устанавливать моды еще проще, но пока что это неизвестно. Elden Ring — это новая игра, с каждым днем выходят различные интересные моды, а компания разработчиков не медлит и выпускает обновления. Возможно, даже такое, что видео только что вышло, а какая-то парочка модов уже не нужны, потому что это пофиксили. Жду от вас подписку и жирный лайк, а на этом видео подходит к концу. Огромное спасибо за просмотр и до скорых встреч. Бай-бай.